Caritas. Марио привез нас в офис Caritas в этом городке, название которого я не помню. Там отсканировали наши паспорта, дали 20 евро на автобус в городок Теруэль, который находится в 110 километрах дальше, прямо по нашему маршруту. И там мне нужно будет найти или позвонить в офис Caritas также и сказать, что я ищу жилье на 2-3 дня. И по идее нам должны дать бесплатно жилье. А еще, как оказалось, я только сейчас увидел, Марио дал нам на дорогу 50 евро. Что творится, я не знаю. Он был такой растроганный, когда мы прощались. Ну дела. Едем через очень красивые горы, но ливень заливает окна автобуса. Даже мне плохо видно. Ну вот такие мелочи, казалось бы. Вышли мы из автобуса и вытираем наши штаны, потому что они запачкались об наши сумки. И тут же мужчина с женщиной тоже свои сумки разбирают и видят, что мы вытираемся. И женщина предложила салфетки. Блин, вот дилемма. Дождь закончился. Солнышко выглянуло. Мы в городе Теруэль. И, блин, нам 2,5 часа ждать, когда откроется офис Каритаса. А оно нам надо, если солнышко уже вышло. Но как-то неудобно. Люди нам пытались помочь. Антон с новой прической. Ставни во всю высоту стены, балки деревянные на потолке, люстра. Нет, это не гостиница. Это социальная ночлежка в Испании, в городе Теруэль. В целом, конечно, в комнате все хорошо. Чистейшие кровати, чистейший пол, есть где зарядить мобильный телефон. Но только все по расписанию. Ужин в 7, в комнату можно зайти в 8, и в 8 утра будет завтрак, и после этого нужно будет покинуть эту ночлежку. Может быть, как опыт, чисто как опыт это интересно, но не, это не для нас. Мы завтра утром уезжаем. Лучше спать в палатке под дождем, чем вот в таких условиях. Вот такой вот вид из окна из нашего номера. У нас накопилось столько еды. Еще Марио приносил еду, и мы что-то покупали. И даже здесь, в приюте, какие-то вкусности нам дали в дорогу. Я даже 2 дня не тратил деньги на еду. Надо выкинуть лишнее. Марио, вот, все, я понял причину. Марио дал целый кулек орехов. Что мы с ними будем делать? Я здесь оставляю. В центре Теруэля. Ладно, все остальное беру. О, так гораздо уже приятнее идти. Это история о том, как комфортабельная квартира со светом и теплом превратилась в ночлежку для бомжей. Мы переночевали у Марио 1 ночь в его загородном доме без электричества и с камином. И на утро он приехал вместе с мамой своей жены
И говорит: поехали в хороший дом с теплом и светом. Я говорю: да в смысле, мы могли бы уже на следующее утро отсюда уехать, да и все. Да нет, зачем тебе? Отдохни 2-3 дня в хороших условиях. Это в городке Утриес. Это километрах в 30 как раз по нашему маршруту. Ну, я говорю: ну ладно, давай. Он говорит: паспорта есть? Я говорю: есть. Это муниципальное жилье? Он говорит: да, муниципальное. Ну хорошо. Мы поехали в его городок, в офис организации благотворительной, Caritas называется. И там мужик сделал копию наших паспортов и дал сперва 10 евро на билет до этого Утриеса, на билет на автобус. А потом позвонил в этот Утриес, и что-то там не сложилось, то ли занято было помещение, то ли что. Он говорит: есть другой вариант в Теруэле. А Теруэль — это довольно большой город, в 110 километрах по нашему маршруту. Это как бы нам еще лучше. Это наша промежуточная точка была. Вот, типа говорит: давай Теруэль. Я говорю: ну давай, пусть будет Теруэль. И вот я сейчас думаю, в какой момент тыква наоборот, карета превратилась в тыкву, а квартира превратилась в ночлежку. Может быть, именно вот в этот момент, когда мы поменяли Утриес на Теруэль. Может быть так. Вот вы знаете, что такое альберге? Знаете, да? А я не знал. Альберге — это приют. И он мне говорит, этот сотрудник Каритаса, что это будет альберге. А я не понял, я же не знаю, что такое альберге. Может, это название организации, куда там надо будет обратиться. Бог знает. Ну все. И мы приехали в Теруэль. Да, он сказал: приедете, позвоните по такому-то номеру. Я приехал, звоню, никто не отвечает. Благо здесь исторический центр очень маленький в Теруэле. Все очень рядом находится. Мы пришли в этот Каритас в Теруэле, закрыто. Но какой-то мужик проходил рядом и говорит: они только в 6 вечера открываются. Ну что делать? А погодка ж как раз наладилась, дождь резко закончился. Вот как сейчас. Синее небо, боже мой, вчера такой ливень шел. Ну, надо было Антона постричь, так мы там нашли парикмахерскую, пока подождали, пока постриглись. Ну ладно, подождали до 6, все равно закрыто. Я зашел в соседние двери, там, где ужином бесплатно кормят. Спросил. Они говорят, в 7 только открывается. Ну, мы там сели. Да, и нам сказали, надо зайти в полицию, полиция локаль, и взять там бумажку, разрешение. Ну ладно, полиция локаль рядом. Я зашел, мы зашли с Антоном. Там дежурный офицер на расслабоне просто взял наши паспорта, даже не смотрел временную защиту, выписал эти бумажки, мы вернулись назад, нас там угостили чаем и каким-то пирожком. Какой-то мужчина, смотрю, пристально смотрит на мою бутылку из-под воды, которую мы еще из Киева привезли, и на ней сохранилась этикетка «Поляна Квасова». Я такой спрашиваю: агва, вода? Он говорит: буквы знакомые, это болгарский или русский? Я болгарин, говорит он. Не, говорю, это украинский язык. Тут другой бедолага подходит, говорит: а знаешь, Воловец, я туда в горы подымался, так красиво. Дождались, в 7 часов зашли. Ну, я такой, типа, где наша комната? Они говорят: не, подожди, вот в комнату можно будет зайти только в 8 вечера. А сейчас у нас ужин. Блин, ну что делать? Ладно, придется ужинать. У нас на ужин был оливье, рыба жареная и такое отваренные овощи с картошечкой. Оливье прям супер классно, а все остальное на 4 балла. Кроме нас, желающих переночевать в ночлежке, было еще 4 или 5 человек. Там какие-то опять бумажки нужно было заполнить. Я говорил, что мы из Украины. И тут мужчина такой: а по-русски понимаешь? Оказался армянин.
Ну и мы с ним пообщались. Он рассказал про тут местные правила вот эти в ночлежке. Что в 8 часов утра нужно будет покинуть помещение. Ой, в номере нельзя кушать. Свои вот большие вещи, рюкзаки нужно оставить в отдельной комнате в ячейках под замком. Ну, то есть, в общем, короче, не свобода. Ну, а персонал приятный и все чисто, идеально чисто. Кстати, так красивая лестница. В общем, как обогащающий опыт, это было прикольно. У меня просто завышенные ожидания были на квартиру. Но так, если путешествуешь без денег и надо где-то переночевать, ну, то это как вариант. Покормят ужином и есть кровать. А, кстати, тут комнаты на двоих. Хорошо, что я с Антоном был, и мы были в своей комнате. А так с кем-то делить комнату. Такое себе. У нас проблема. Слишком много вещей. Я каждый раз еле впихиваю все в рюкзак и еле их закрываю. Поэтому сегодня первый торжественный момент. Мы прощаемся с нашими зимними шапками. Они нам в ближайшее время уже не понадобятся. Я давал им шанс. Тут намечалась дождливая погода. Я думал, будет похолодание, вдруг понадобится. Но нет. Поэтому мы берем их. До свидания, шапки. До свидания, шапки. Оп. Все. Рюкзаки набьем чем-нибудь полезным, например, едой. А на очереди у нас куртка Антона на вакидон и мои теплые кроссовки. Да, еще забыл сказать про это альберге. Вечером перед сном там выдают полотенце для душа, трусы и носки. Мы, кстати, трусы и носки взяли неплохие. Небо синее. Дождь закончился. Куда нас несет? Кстати, я не помню, чтобы я вам говорил, куда именно мы едем. Когда я был маленький, я перерисовал из одного детского журнала настольную игру. Там пиратские корабли должны доставить золото из Центральной Америки в испанский порт Кадис, а испанские фрегаты должны их уничтожить. Скорее всего, именно поэтому, когда я глянул на карту юга Испании, я решил, что мы едем в Кадис. Правда, потом у меня появлялись мысли сперва заехать в Гранаду, а потом в Кадис, потому что очень много людей мне говорило: Гранада такая красивая, надо обязательно посмотреть. Но вот сейчас, вот побывав в Теруэле, я в очередной раз убедился, что мне не интересно в больших городах. Не очень хорошо себя в них чувствую. Поэтому едем в Кадис без больших городов по пути. Кстати, наш автобус, на котором мы приехали в Теруэль, по дороге заезжал в маленькие поселки. И вот такая экскурсия мне очень понравилась. Очень классные обочины на национальных и региональных дорогах в Испании, очень широкие. По ним спокойно можно идти, если надо сделать марш-бросок до нужного перекрестка. Лучок он зашел у людей. Капуста. Еще прошлогодняя, наверное. А вы уже картошку посадили? Настроение отличное. Потому что мы опять вышли на трассу.
Потом мы 2 дня провели непонятно где. В каких-то домах. Антон, todo bien? Todo bien, Антон? Си, супер. Да ладно, солнце, ты прикалываешься. Porque tuve un amigo que era de allí. ¿Quién es amiga? Sí. Ага. Entiendo. Ucrania, que como tu familia allí, Sí. ¿cómo están? Es difícil vivir aquí en Kiev, en Ucrania, sí, pero tenemos acostumbrado, ¿sí? Sí, Claro. sí, sí. Ya, ¿qué vas a hacer? Acostumbrado de guerra. Claro, tío, madre mía. Sí. Toda la vida así. No, todavía no, pero... Yo decidí salir de Ucrania porque quiero viajar. Vivir Quiero hasta lo que vivir puedas. también. Claro, tío. И también. Спокойствие, много воздуха, мало людей и машин. Вот что мне нравится в путешествии. Пока больше никого нет. Ну что, я хотя и наслаждаюсь погодкой, но pora бы нам уже уехать. Amigo, y contigo también. No hay problema. ¿Cómo te llamas? José, José. Me llamo Sasha. Encantado y muchas gracias. de nada. Очень красивые места, тепло. Машин, правда, мало. Но ничего, мы отлично едем. Антон держит мой недоеденный апельсин. Я как только начал есть апельсин, так сразу машина остановилась. Боже, как это все тут архитектурно решено. Какой переулочек, вы видели за дом? Вообще. Боже, речушка. Боже, отвал башки. Блин. И Антон. Прикольная ситуация. Мы там ждали на прошлом месте. Мне надоело. Во рту пересохло. Дай, думаю, апельсин съем. Только почистил, разломил, останавливается машина. Сучил его Антону, и он вез его вот так вот в руках на заднем сиденье, пока я болтал с водителем. Да вы совсем охренели, такая красота. Блин, я там даже машины пропускаю. А, это в другую сторону. Vamos a Cádiz, no por el mar, pero por el centro de España. Es que Calles Sí. es un pueblo interior. de- No. Puede ser, pero decir? vamos a Cádiz, que es la ciudad cerca del mar. Calles Ajá. es un pueblo Aquí, ya muy entiendo. cerca de aquí. Ah, entiendo. Claro, y nos hemos Entiendo. confundido. Ага. Entiendo. Три машины есть. Места отпад. Да что же это такое? Опять красота. Какое-то село. Просторы горные. Так, это была 4-я машина. И все говорят, какой у меня хороший испанский.
Мы, оказывается, сегодня уже 60 километров проехали. Поко-а-поко на 4 машинах. Антон, что ты там кушаешь? Молодец. Не теряет времени даром. Путешествий. Cañete. El ITV que no me la han pasado. Dice que lleva una rótula. Que lleva una rótula que hace juego. Que... Дождик моросит. Антон спрятался на остановочке. Вот. А я пытаюсь на перекрестке стопить. Ну тут, блин, не очень удобно. Было бы лучше в 20-30 метрах дальше, но там негде спрятаться. Блин, а на этом перекрестке все уходят не туда. Я дурную работу делаю. 10 минут и дождик кончился, и опять солнце. Lo que pasa es que para nosotros el ucraniano es muy difícil porque es otra escritura. Ah, La sí, cirílica sí. y es con- Интересно, это наша машина сейчас подъедет или нет? Поля, поля. Антону улыбается, Антону даже нравится. Вообще, улёт. Не, это была не наша машина. Не знаю, почему-то очень нравится. Такие просторы, но в то же время холмы живописненькие. Да вот 200 метров нужно пройти за перекресток. Орла видели. Большой такой, крыльями не махал. Очень долго. А мы сидим на карематах. Машин нету. Есть только хорошее настроение, синее небо и пейзажи. Повспоминал водителей, которые нас сегодня подвозили. У нас уже было сегодня 6 машин, и где-то примерно 100 километров уже есть. А сейчас только час дня. Не остановились. Но им же хуже. Зачем нам водители, которые не хотят останавливаться? Целый день на ногах проводим. Так наоборот хорошо посидеть. И отдохнуть и на солнышке погреться. Оно так в спину жарит. Очень приятно. Мы сидим на пустой дороге. Подъехала полицейская машина Гвардия Сивиль. И спрашивает: «Todo bien? Все хорошо?» Я говорю: да, хорошо, уехали. Но, блин, дождь начинается и спрятаться негде. Muchas gracias por tu ayuda. Muchas gracias. Интересный дедушка нас подвез. Подобрал нас посреди ничего, когда мы сидели на карематах. Вообще не было, десятками минут не было ни одной машины. Он останавливается, я говорю: нам в Альмадовар. Это село в 20 километрах. Он говорит: нет, так а я только до ближайшего села еду. Там до него 6 километров только. Я говорю: нам пойдет. Он говорит: а как вы оттуда дальше будете ехать? Я говорю: будем ждать другую машину. Он такой: да ну, как это, в смысле? Я говорю: давайте, поехали.
Ладно, мы сели, он довез нас до своего села и с трассы заворачивает в село. Я говорю, все, спасибо, останавливайтесь здесь. Он, да в смысле, а как вы поедете дальше? Ну, я говорю, ну вот сейчас вот на трассу выйдем и будем ждать новую машину. Он говорит, я могу вас подвезти в Альмодовар. Я говорю, да, но ты же живешь здесь, зачем тебе ехать в Альмодовар, чтобы нам помочь? Он говорит, да, чтобы вам помочь. Ну, спасибо. Все, едем, места красивые, как обычно тут. Доезжаем до более большой трассы, где уже машины едут. Я говорю, если хочешь, можешь высадить нас здесь на перекрестке. Он говорит, да нет, вам никто не остановит. Кто незнакомому человеку будет останавливать? И как я его не убеждал, что для нас нормально вылезти посреди трассы, он нас довез еще 5 километров до села, до Альмодовара этого. Вылез и еще долго удивлялся, как мы путешествуем так вот на машинах. Спрашиваю у него, ну а ты почему нас подобрал? Ну как же, вижу, люди посреди поля сидят. Опять солнышко. День опять прекрасный. Можно гулять по трассе, по дороге. Машин все равно не будет. Нас сейчас подкинули ребята, фотографы, которые едут снимать местный какой-то забег. И они поддержали наш проект 10 евроми. Это у нас 5-й день путешествия. Я потратил на еду 17 евро за это время. Остальное нам давали добрые люди, угощали нас. И также 60 евро за это время нам подарили. Приехали на 9-й машине за сегодня. Набрали воду в кафешечке. И идем искать место для ночлега. Сегодня было 9 машин. Ну, я не знаю, под 200 километров. Все, выключай. Тут такие просторы, поля. Там вот наш перекресток, завтра будем стопить. А тут какой-то садик цветущий. И на краю сада, на этом непаханом поле, попробуем поставить палатку. Лесов вообще нету до горизонта. Мы сегодня практически без еды, на голом энтузиазме. Ну, в смысле, как без еды. В приюте нас только какао напоили и там пару булочек. По дороге мы доедали то, что у нас было. Пару апельсинов, опять же еще пару булочек для Антона. У нас еще колбаса, мы половину палки съели, чуть-чуть хлеба. Ну, то есть совсем мало сегодня. Но сегодня такое настроение бодрое. Машины так легко останавливались. Вот, ой, что-то дождик идет, надо быстрее ставить палатку. Поля. Надеюсь, к нам никто не придет сегодня. Но у меня паранойя. 5-й вечер уже, а ни одного костра не было. Почему? Ну, во-первых, 2 дня было дожди. Во-вторых, Испания, здесь все очень сухо. И как-то было стрёмно. По-моему, мы недалеко от людей были первый день. Я уже не помню, где мы были. Ну да, как-то мы в таких не очень укромных местах все время ночуем. Ну жалко, что костра нету, совсем не то ощущение.